Всем привет! Сегодня у нас на ремонте телефон Lenovo A916, и мы будем менять на нем сенсор. Для начала откручиваем все болты, удерживающие заднюю часть корпуса. Затем аккуратно пластиковым медиатором проходимся по контуру корпуса, отделяя его. Начинаем отстегивать шлейфы и аккуратно убираем в сторону шлейф кнопок громкости и включения. Отстегиваем шлейф сенсора и убираем основную камеру. Также откручиваем винты, удерживающие материнскую плату. Поддеваем материнскую плату. Теперь нужно аккуратно извлечь вибромотор. Он приклеен к корпусу на двухсторонний скотч. Аккуратно его отклеиваем. Также поддеваем основной динамик. Отстегиваем микрофон и коаксиальный кабель антенны. Теперь нужно извлечь металлическую пластину, удерживающую шлейф сенсора. Все, отправляем модуль на прогрев. После прогрева медиатором начинаем аккуратно поддевать сенсор. В нижней части он хорошо приклеен, приходится прикладывать значительные усилия. Можно помочь себе немножко скальпелем. Сенсор мы отклеили и аккуратно убираем его в сторону. Теперь нужно удалить остатки клея и скотча, на котором был приклеен старый сенсор. Проходимся щеткой, чтобы убрать все загрязнения. Берем новый сенсор и вставляем его на место. Видим, что углы у корпуса битые, и в дальнейшем надо будет их обработать. Сенсор до конца не ложится. Подкидываем материнскую плату, чтобы проверить работоспособность нового сенсора. Подключаем шлейф сенсора к плате и вставляем батарейку. Пробуем включить. Проверяем работоспособность сенсора. Видим, что сенсор реагирует во всех местах.
Сенсорные кнопки снизу также реагируют и работают. Извлекаем батарею, отстегиваем шлейфы дисплея и сенсора. Убираем материнскую плату в сторону. Извлекаем наш новый сенсор. И начинаем подрезать сбитые углы в корпусе, потому что новый сенсор не может встать на свое место, так как при ударах корпус повредился и деформировался. Придется немножко его подрезать скальпелем. Еще раз проходимся щеткой, чтобы убрать все загрязнения. И начинаем наносить клей. Клей нужно нанести по всему периметру корпуса, не попадая на дисплей и другие важные элементы. Излишки клея обязательно убираем и вставляем наш новый сенсор. Сенсор сел хорошо, продавливаем во всех местах и начинаем устанавливать материнскую плату на место. Возвращаем камеру на место, защелкиваем шлейфы. Застегиваем коаксиальный кабель антенны. Поправляем динамик и подключаем шлейф на сенсор. Закручиваем винт, удерживающий материнскую плату. Поправляем шлейф с кнопками включения и громкости. Подключаем основную камеру. И закрываем крышкой корпуса. Закручиваем пару винтов, чтобы крышка корпуса не открылась во время теста. Зажимаем сенсор зажимами
и отправляем на сушку. После сушки снимаем все зажимы. Видим, что сенсор хорошо приклеился. Устанавливаем батарею. Включаем для теста. Проверяем работоспособность сенсора. Видим, что сенсор работает хорошо. Нажимается. На телефоне стоит пин-код. Выключаем телефон, сенсор работает. Устанавливаем сим-карты. Устанавливаем флеш-карту и закручиваем все остальные болты. Также заказчик захотел установить защитное стекло на экран. Убираем транспортировочную пленку и начинаем аккуратно, не спеша накладывать защитное стекло. Как только защитное стекло село, мы начинаем потихоньку выгонять все пузыри воздуха из-под него. Скальпелем снизу убираем остатки клея, которые немножко вылезли при вклейке сенсора. Всем спасибо за просмотр. До свидания.